Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 4 марта, сегодня у нас с вами понедельник, и вы знаете, сегодня прибыльный день. Этот день может стать для вас счастливым, а помните, успех, удачу, благополучие легко можно привлечь. Просто запишите эту денежную цифру на вашей руке. В этот день, 4 марта, друзья, удача может улыбнуться вам, принося не только подарки, но и новые возможности. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, проделайте эту практику в этот день, 4 марта, и сонастройтесь с энергиями Вселенной. Вы увидите, как в вашей жизни может много чего измениться. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. В комментариях, девочки и мальчики, напишите слово «звук». Именно слово «звук» в этом видео имеет огромную энергию, и вы обретете богатство через 48 часов. Если вам откликаются другие слова в данный момент, возможно, это могут быть фразы, предложения и так далее, обязательно напишите это в комментариях. Чем больше вы пишете, чем больше вы прорабатываете, тем быстрее в вашу жизнь приходят мыслимые и немыслимые блага. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день он достаточно легкий будет по своей энергетике. Да, могут появляться в вашей сегодня жизни какие-то знаки, подсказки о Вселенной. При этом они будут достаточно такими простыми, легкими, и это нужно вам понимать. Кроме того, вы должны понимать, что сегодня именно ключевой день этого месяца. Почему? Потому что именно этот день, 4 марта, может приносить вам уникальные возможности. Дело в том, что именно этот день наполнен такой знаете, энергией, этой тонкой энергией возможностей и достижений. Поэтому вы должны в первую очередь поверить в себя, увидеть то, что вы желаете и хотите. Поэтому сделайте свой день 4 марта прибыльным, друзья. Поэтому не упускайте возможности и просмотрите это видео обязательно до конца. Так, чем же сегодняшний день нам так интересен, друзья? Сегодня 4 марта, сегодня у нас с вами убывающая луна, продолжается убывающая луна в знаке зодиака Стрелец, друзья, и 24-е лунные сутки. Сегодняшний день у нас с вами ассоциируется с завершением тех проектов, которые мы с вами начали в прошлом лунном месяце. Также старайтесь сегодня очищаться от ненужного и заканчивайте то, что вы начали ранее. Кроме того, этот день, когда стоит сосредоточиться на заключительных шагах, итогах по достижению ваших целей. Кроме того, знак зодиака Стрелец несет сегодня нам мудрость, несет нам стремление к познанию. Поэтому сегодня отличный день для того, чтобы заниматься обучением, самоанализом, изучать какие-то новые темы. Кроме того, если вам кто-то сегодня предлагает пройти какие-то курсы или вам говорят о каких-то темах, каких-то сферах, чего-то нового, которое, например, вам было ранее непонятно, недоступно, знаете, это идет уже подсказка от высших сил, что вам нужно на это обратить сейчас внимание. Возможно, вы в ближайшее время сможете подать свое резюме, или сложится так обстоятельства, что у вас будут открыты новые возможности, возможно появиться дополнительный заработок. Например, к вам знакомая или подруга говорит о том, подскажи, как сделать что-то очень важное. Ну, например, как мне разработать какой-то макет, или как мне написать, возможно, что-то очень важное, или, возможно, если вы художник, как мне нарисовать или добавить какие-то элементы для того, чтобы это привносило новую энергию в жизнь. И смотрите, как только вы сегодня заострили на чем-то свое внимание, знаете, это неспроста. Вам нужно обязательно придать этому значение и начать потихоньку, не спеша развиваться в этом направлении. А это будет появляться и новые возможности, будут появляться знаки, подсказки. Помните о том, что многие вещи, они приходят, просто приходят. И наша задача, знаете, как за обедом вы ложкой кушаете, так и здесь эту информацию, эти возможности, эти контакты, все это принимать. Конечно же, не забывайте рассматривать и анализировать те ситуации, в которых вы оказались, потому что все равно всегда в нашей жизни, даже когда все идеально, все равно появляются люди, которые нас
проверяют, испытывают нас на прочность, на нашу злость, на то, как мы можем завидовать, на деньги и так далее, и так далее. Чем больше у вас сегодня мудрости, терпения, тем вероятность того, что вы быстрее пройдете какой-то жизненный этап, возможно, как вы считаете, для вас негативный, и сможете двигаться дальше. Кроме того, сегодня ни в коем случае не принимайте никаких спонтанных решений. Обязательно в порядке все взвешивайте, все изучайте, не знаете, как спрашивайте. Будьте осторожны и обдумывайте, пожалуйста, все свои действия. Кроме того, стрелец может способствовать вашей излишней импульсивности и стремлению к каким-то новым экспериментам, каким-то новым действиям, но без достаточных знаний. Помните о том, что человек совершает ошибки, а это ни к чему хорошему не приводит. Также сохраняйте сегодня баланс между вашими желаниями и теми действиями, которые вам нужно совершить. Кроме того, обращаем ваше внимание, что у нас сейчас идет уже убывающая луна, а это к чему приводит? Это то, что у нас снижается энергия, и уменьшается наша сосредоточенность, наша внимательность, а это может приводить к затянутости в выполнении каких-то задач и, соответственно, уменьшению продуктивности. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы обращали на это особое внимание. Кроме того, обращаем ваше внимание, что знак зодиака Стрелец — это все-таки у нас огненный знак, который ассоциируется с оптимизмом, энтузиазмом, стремлением к чему-то новому, в том числе и к приключениям. Поэтому проявляйте сегодня свою энергию и старайтесь сегодня не спать, не лежать, не рассказывать о том, что как вам плохо, потому что вы только таким образом еще больше привлекаете вот этот негатив. Наоборот, старайтесь мотивировать себя, стимулировать активными физическими занятиями, спортом. Также не переусердствуйте. Начинайте. Вот вы решили, что 4 марта для вас это старт для того, чтобы заниматься активной деятельностью. Это может быть просто прогулки на свежем воздухе, это может быть запись в фитнес-центр, а возможно, вы просмотрели в интернете видео, рекомендации, выбрали для себя вот те упражнения, которые вы готовы делать там 15-20 минут каждый день. Кроме того, сегодня благоприятный день для очищения организма и начала новых здоровых привычек. Также не забывайте о детокс-программах, реабилитационных процедурах и не забывайте восстанавливаться. Помните о том, что наше тело нужно любить. Но, конечно же, этот день требует от нас и особой осторожности. Почему? Дело в том, что знак зодиака Стрелец хоть и дает нам энергию, активность, но также может стать причиной, конечно же, и излишнего риска. Поэтому будьте внимательны сегодня к своему телу. Ни в коем случае не перегружайте. Вот понимаете, вы слово «перегружайте», многие люди не думают об этом и думают о том, что ну и что здесь такого, я вот сегодня побью все рекорды и буду самой-самой лучшей и здоровой и так далее. Вы должны понимать, что нужно, чтобы шаг был за шагом, все было постепенно. Как только вы даете стресс вашему телу, у вас происходит сбой, при этом и на физическом плане, и на энергетическом, поэтому это нужно сделать постепенно, по чуть-чуть. То же самое это касается питания. Если с сегодняшнего дня вы решили, например, не есть мясо или стать вегетарианцем, то вы должны понимать и то, что такое вот резкое понимание всей ситуации тоже приводит к стрессам, к болезням и так далее, потому что вы все время, например, ели жирную пищу, а в один день вы просто решили есть, например, какие-то овощи, и только фрукты, и только в свежем виде. Вы должны понимать, что нужно все переходить постепенно. Иногда бывает так, чтобы уйти, нужно прочитать очень много, например, литературы, найти то, что именно вам подходит. Потому что бывает так, что одному эта диета подходит, например, есть гречку с овощами, да, а второму нужно что-то еще добавить. Поэтому здесь вы должны в первую очередь чувствовать свое тело. Не так, потому что это модно. Вот многие сейчас стараются смотреть на моду, на тенденции, на тренды, вот такие вот умные слова, и все считают,
считает, что нам нужно быть самим собой. Или посмотрите, как сейчас многие женщины уродуют себя. Вот эти губки, как у рыбки, все возможные уколы красоты и так далее, и так далее. Вроде красиво, но что они будут делать через 5-10 лет? Потому что тело поплывет, и кожа, она имеет свою определенную упругость, она не резиновая, это нужно понимать. Конечно же, те люди, которые уже стали на этот путь, им от этого сложно, потому что там нужно, постоянно проводить эти процедуры, это без них уже никуда, потому что то губы поплывут, то на скулах и так далее, и так далее. Но, поэтому, девочки дорогие, если вы хотите быть здоровыми, вы должны начинать со своего тела в плане вашего, то есть все то, что вы принимаете в свое тело. Вот с этого нужно начинать, а не то, что вы сейчас пойдете к косметологу или к хирургу, вам что-то там поубирают ваши жирок, и вы этим станете красивее и так далее. Вы должны понимать, что мы с вами накапливаем каждый день определенные плохие вещества в нашем теле, токсины. И если мы условно пойдем к врачу, и он нам это уберет, то если мы продолжаем питаться, это ничего не меняет, то, конечно, это происходит определенный сбой в нашем теле, потому что наше тело это, знаете, такой вот уникальный, достаточно умный организм. Поэтому, девочки и мальчики, любите свое тело. Даже если вы думаете, что оно вам не нравится, подумайте о том, как вы что-то можете изменить. Вот нам пишут, ой, мне не нравятся мои волосы и так далее, и так далее. Вот у меня седина и так далее. Вы знаете, что если вы будете принимать правильные продукты, будете есть определенные орехи, семена, семечки, то в вашем организме будет баланс во всем, и седина просто-навсего уйдет. Вы должны понимать и то, что почему это происходит? Потому что в какой-то определенный момент организму не хватает тех или иных элементов, и он начинает это брать, первое, что это с волос. То же самое касается зубов и так далее, и так далее. Поэтому здесь вы должны в первую очередь полюбить себя, свое тело и начать по-другому жить. Теперь давайте поговорим по лунному календарю касательно денег. Сегодня день, обращаем ваше внимание, что вам сегодня нужно быть очень решительным, все, что касательно финансовых решений. Если вы что-то задумали, например, сегодня покупать, делать, к чему-то стремиться, двигаться, пробуйте, рискуйте, у вас обязательно сегодня все будет получаться. Давайте теперь посмотрим, что же нам говорит карта Таро на этот день, 4 марта. И выпала карта Королева Пентаклей, которая говорит о том, что у нас сегодня с вами ждет материальная обеспеченность, стабильность, и нам требуется именно наше практическое мышление. Поэтому сегодня прекрасный день для того, чтобы планировать какие-то финансовые дела, заниматься планированием своего будущего. Кроме того, старайтесь расставить в своей жизни сегодня приоритеты на достижение тех или иных конкретных целей. Кроме того, обращайте внимание на свои долги, на свои кредиты, если у вас такие есть. Подумайте о том, чтобы их хотя бы в самое ближайшее время, хотя бы частично вам их вернуть, потому что таким образом вы показываете Вселенной и быстрее сможете рассчитаться с долгами. Помните о том, что наши долги, они тянут всегда нас назад, к сожалению. Иногда это люди понимают и осознают, и даже стараются, наоборот, побыстрее рассчитаться. А есть люди, которые вальяжно к этому относятся, считают, что я же взял кредит и потом когда-то рассчитаюсь. Но вот это когда-то потом рассчитаться, это все энергия, вы должны понимать в первую очередь. Теперь давайте посмотрим, что же говорит нам Архангел Михаил на этот день, именно 4 марта. И Архангел мне говорит о том, что нам сегодня нужно быть мудрыми, нужно быть терпеливыми, стараться найти внутри себя силу и решимость для того, чтобы преодолеть все эти трудности, которые у вас могут появляться в жизни. Кроме того, вашими союзниками сегодняшнего дня является мужество, является сила, а также справедливость и истина. Это должно сегодня стать для вас очень важным. Кроме того, старайтесь в этот день благодарить высшие силы, Вселенную, ангелов, своих хранителей о том, чтобы в вашей жизни было все благополучно, для того, чтобы в вашей жизни было все прекрасно и чудесно. Итак, друзья, хотим с вами поделиться практикой, которую рекомендуем провести сегодня, 4 марта. При этом эту практику вы можете сегодня провести в любое время, когда вам будет
будет удобно и комфортно. Главное вера и главное хорошее настроение. Итак, как мы ее проводим? Вам нужно взять ручку и на запястье левой руки написать следующие 4 цифры: 8, 8, 9, 9. И после этого обязательно скажите слово «процветаю». Это очень важно. Еще раз берем ручку, пишем на запястье левой руки, если вы правша, 8, 8, 9, 9. И обязательно скажите слово «процветаю». Таким образом, вы активируете денежные потоки в свою жизнь. Вот такой, друзья, у нас с вами день 4 марта. Мы надеемся, что эти советы, эти рекомендации вам помогут в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк. В комментариях обязательно, друзья, напишите слово «звук». Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.